Елена Волкова работала в роддоме Святой Анны в Казани уже 9 месяцев, и за все это время никто в отделении так и не узнал о ней ничего больше того, что было написано на ее бейджике. Медсестра. Ночная смена. Без детей, без мужа, без долгих разговоров за чашкой кофе в ординаторской. Коллеги считали ее странноватой, из тех тихих и одиноких людей, которых принимают настороженно. Не злая, а просто замкнутая. Она из тех, кто предпочитает слушать, а не говорить, а когда все же высказывается, то делает это с немного смущающей точностью. Ей нравилась Ирина, старшая медсестра, 53-летняя женщина, которая твердой рукой руководила отделением неонатологии и родильным блоком почти 20 лет. Ирина ценила Елену за то, что та никогда не опаздывала, не жаловалась на график и обладала феноменальной памятью на клинические детали, благодаря чему, несмотря на свою скромную и неприметную внешность, считалась одной из самых надежных медсестер во всей больнице. Чего Ирина не знала и чего не знал вообще никто в этом здании, так это того, что до того, как надеть белый халат, Елена носила совсем другую форму. На протяжении 11 лет она работала в структуре программы защиты свидетелей, в одной из тех секретных служб, о которых обыватели смутно слышат в новостях, но понятия не имеют, в чем на самом деле заключается эта работа. А заключалась она в том, чтобы стирать прошлую жизнь людей и давать им новую. Это означало знать в лицо настоящий страх. Не тот, что показывают в кино, а тихий, животный страх, заставляющий людей говорить шепотом, даже находясь в пустой комнате. Она уволилась 3 года назад. Не из-за драмы или трагедии, а от глубокой выгорающей усталости, которая накапливается, когда слишком долго несешь груз ответственности за чужие жизни и в один прекрасный день понимаешь, что больше не помнишь, как выглядит твоя собственная. Она вернулась к той профессии, которую получила еще до вербовки, к медицинской сестре. К собственному удивлению, в этой новой работе она обрела своего рода умиротворение. Потребность заботиться о людях осталась прежним глубинным инстинктом, изменилась только ее форма. Вместо того, чтобы прятать людей от смертельной опасности, она теперь помогала приводить в этот мир новые жизни. Вечером 9 октября, незадолго до полуночи, машина скорой помощи въехала на пандус приемного отделения с выключенными сиренами, но с продолжавшими вращаться проблесковыми маячками, отбрасывавшими синие отблески на серые стены приемного покоя. Елена как раз заканчивала сдавать смену дневной бригаде, когда услышала грохот колес каталки по линолеуму и голос фельдшера, докладывавшего о поступающей роженице. 36 недель, схватки каждые 4 минуты. Женщина на каталке была бледной, с прилипшими к лбу влажными волосами. Но внимание Елены привлекло не ее физическое состояние. Ее поразило то, как пациентка сканировала помещение, не с обычной паникой рожающей женщины, а с особой, въевшейся в подкорку настороженностью. Это был тот самый быстрый, расчетливый взгляд, который сама Елена оттачивала на протяжении 11 лет и который моментально узнавала в других, потому что когда-то лично обучала этому перепуганных свидетелей. Женщина проверяла выходы, проверяла окна, фиксировала каждого человека в радиусе видимости и оценивала дистанцию до ближайшей двери. «Имя пациентки?» – спросила Елена, забирая карту. «Дарья Соколова, 29 лет. Значимых патологий в анамнезе нет», – ответил фельдшер. «Если эта история отозвалась в вашем сердце, поддержите ее лайком и обязательно подпишитесь на канал. Мы уже готовим для вас новые захватывающие сюжеты, которые нельзя пропустить. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео». Елена приняла каталку без лишних расспросов, но в ней мгновенно проснулся старый профессиональный инстинкт. Тот самый, который, как она думала, остался в прошлом вместе с оперативной работой. Имя звучало слишком идеально, слишком гладко. Из тех имен, которые выбирают, когда хотят выглядеть максимально незаметно и обыденно. Она отвезла Дарью в предродовую палату, подключила КТГ для мониторинга плода, измерила давление и пульс, привычные рутинные действия обычной ночной смены.
Но пока ее руки механически выполняли медицинские процедуры, глаза отмечали мелкие детали, на которые большинство ее коллег не обратили бы ни малейшего внимания. У Дарьи с собой была лишь маленькая полупустая сумка. Ни вещей для новорожденного, ни семейных фотографий, ни даже телефона на виду. Когда Елена спросила, кому можно сообщить о ее поступлении и кто приедет ее поддержать, женщина замешкалась на долю секунды дольше, чем замялся бы человек, просто обдумывающий ответ. «Никому», — наконец произнесла Дарья. «Я одна». «У вас нет родственников в городе?» «У меня вообще больше нет семьи», — ответила она, и тон, с которым были сказаны эти слова, выражал необычную боль утраты. Он звучал как заученный текст, повторенный столько раз, что стал практически механическим. Елена не стала настаивать. Годы опыта научили ее. Лучший способ завоевать доверие напуганного человека — никогда не давить на него и не заставлять говорить до тех пор, пока он не созреет сам. Она продолжила работать, проверяла динамику схваток, вызвала акушерку, вносила данные в медицинскую карту. Но параллельно ее мозг запустил аналитический процесс по схеме, к которой она не обращалась уже 3 года. Анализ, сопоставление, поиск аномалий и шаблонов. Схватки у Дарьи усиливались на протяжении следующих 2 часов, и в коротких перерывах между ними, переводя дыхание, женщина задавала Елене странные вопросы, совсем не такие, какие обычно задают роженицы. Сколько выходов в этом отделении? Кто еще дежурит этой ночью, кроме вас? На стойке регистрации постоянно кто-то есть? Если кто-то приедет меня навестить, как он узнает, на каком я этаже? Каждый из этих вопросов по отдельности можно было списать на тревожность одинокой женщины, рожающей без поддержки близких. Но собранные воедино, они четко вырисовывали портрет человека, который оценивает объект с точки зрения безопасности и пути отхода, а вовсе не из праздного любопытства. Елена спокойно отвечала на каждый вопрос, не подавая вида, что разгадала ее поведение. Но где-то глубоко внутри невидимая тревожная кнопка, которую она носила в себе годами, снова сработала. Около 3 часов ночи, во время паузы между схватками, Елена зашла в палату проверить показания приборов и увидела, что Дарья тихо плачет, уткнувшись лицом в подушку. Это не были слезы от физической боли. Это были слезы давней, глубоко запрятанной безысходности. «Я могу задать тебе один вопрос?» – тихо спросила Елена, присев на край койки и опустив голос до того особого доверительного шепота, который используют, когда хотят, чтобы разговор остался строго между 2 людьми. «От кого ты прячешься?» Дарья замерла. Она не повернулась и ничего не ответила, но ее дыхание мгновенно перехватило, а рука, лежавшая на животе, судорожно сжалась. «Почему ты так решила?» – спросила она наконец. Ее голос больше не был голосом беспомощной жертвы. В нем прорезались собранность и холодный расчет. «Потому что я слишком много раз видела, как ведут себя люди, когда скрываются», – ответила Елена. «Я занималась этим очень долго, в другой жизни. Я не спрашиваю, от кого ты бежишь. Я просто хочу знать, насколько близка опасность, чтобы смочь защитить тебя и твоего ребенка здесь». Тогда Дарья повернулась, и впервые с момента поступления в больницу обе женщины посмотрели друг другу в глаза безо всякой фальши и масок. «Ты работала в защите свидетелей?» Это было больше утверждение, чем вопрос. 11 лет. Дарья прикрыла глаза на несколько секунд, а когда открыла их, напряжение в ее позе немного спало, хотя страх никуда не ушел. «Мое настоящее имя не Дарья», – произнесла она. 18 месяцев назад я дала показания по крупному делу о коррупции и махинациях с землей. В нем замешан человек с огромными связями и неограниченными деньгами. Меня включили в программу защиты свидетелей. Мне гарантировали полную безопасность. Заверили, что никто и никогда не узнает, где я. А 3 недели назад на телефон, которым я не пользовалась больше года, пришло сообщение. Всего 1 строчка. «Я тебя нашел». «Ты связывалась со своим куратором?» «Пыталась. Мой куратор из органов не отвечает уже неделю. То ли сменил номер, то ли с ним что-то случилось.
Я даже не знаю, какой из вариантов страшнее». Елена почувствовала знакомый холодный комок в животе. То самое ощущение, которое возникало всегда, когда от оперативной комбинации начинало нести предательством и сливом информации. Исчезновение куратора ровно в тот момент, когда охраняемому объекту начинают поступать угрозы, не могло быть просто совпадением. «Почему ты приехала именно в эту больницу?» – спросила Елена. «Потому что это последнее место, где меня стали бы искать», – ответила Дарья. «Город я выбрала наугад, а клинику просто потому, что она оказалась ближайшей к вокзалу, где я сошла с поезда. Я не думала, что роды начнутся так быстро. У меня был план, но этот малыш не захотел ждать». Елена сжала ее ладонь. Она редко позволяла себе подобные джестерс с пациентами, так как по опыту знала, настоящая поддержка выражается в действиях, а не в утешительных словах. Но сейчас это крепкое рукопожатие было единственно верным языком. «Я защищу тебя», — сказала Елена, «но мне нужно знать все, что тебе известно, чтобы сработать на опережение». Дарья, прерываясь на все более частые болезненные схватки, рассказала о коррупционном деле и об олигархе, против которого дала показания, неком Григории Багрове, владельце строительного холдинга, который годами подкупал чиновников и захватывал муниципальные земли. Дарья работала главным экономистом в одной из его дочерних структур и случайно наткнулась на теневую документацию, раскрывавшую всю схему. Она передала бумаги следствию, начался процесс, и Багров, хотя пока и оставался на свободе под залогом, задействовал свои ресурсы и нанял частную службу безопасности для ликвидации ключевых свидетелей. Около 4 часов утра, когда Елена снова проверяла сердцебиение плода, на посту отделения зазвонил телефон. Дежурная на приеме, молодая медсестра Алена, передала по интеркому, что внизу находится мужчина. Он утверждает, что приехать его заставило известие о начавшихся у сестры родах и просит пропустить его или дать информацию о ее состоянии. Елена решила спуститься сама, не перепоручая это охране или коллегам. Мужчине на вид было около 40 лет. На нем было дорогое пальто, а на лице играла репетированная располагающая улыбка, которую часто используют люди, желающие казаться предельно убедительными. Он представился Кириллом Соколовым, братом Дарьи, и тревожным тоном сообщил, что сестра не отвечает на звонки, поэтому он объезжает все больницы города. «Как вы сказали имя вашей сестры?» – спросила Елена абсолютно нейтральным, будничным голосом. Дарья Соколова». «Пациентка с такими данными к нам сегодня не поступала», – отрезала Елена. Ложь вылетела из ее уст с той же профессиональной легкостью, с какой она озвучивала врачебные назначения. Контролируемая дезинформация ради защиты объекта была базовым навыком в ее прошлой службе. Мужчина попытался надавить, описал внешность Дарьи с точностью, подозрительной для брата, якобы не видевшего сестру несколько дней. В это время Елена своим наметанным взглядом подмечала, как его глаза скользят по коридорам, фиксируя расположение камер наблюдения, посты охраны и пути на верхние этажи. «Извините, ничем не могу помочь», — повторила Елена. «Если вашу родственницу доставят к нам, информация появится в базе только после оформления документации акушером. Приезжайте утром и обратитесь в справочное окно». Мужчина ушел, но перед выходом бросил долгий, оценивающий взгляд на лестничный пролет, ведущий в родильный блок. Это был взгляд не обеспокоенного родственника, а ликвидатора, запоминающего маршрут. Алена на посту выглядела растерянной и напуганной. «Какой-то он скользкий», – тихо сказала она Елене. «Мне сразу не понравился его взгляд». «Ты правильно сделала, что сразу вызвала меня», – ответила Елена. «Если кто-то еще будет спрашивать о поступавших женщинах, сразу переключай на меня и ничего не говори, такие бы документы они не показывали». «Что-то случилось?» – прошептала Алена. «На всякий случай сохраняем бдительность», – ответила Елена, не вдаваясь в подробности, которые могли бы подвергнуть девушку лишней опасности, вернись визитер снова. Елена поднялась на этаж. Мозг работал в привычном боевом режиме. Этот человек вернется. И не утром, а в ближайшие полчаса, потому что профессионалы такого уровня не ждут удобного момента. Они создают его сами.
Вернувшись в палату, она застала Дарью на пике сильнейшей схватки. Рядом находилась акушерка Ольга, контролировавшая раскрытие. 8 сантиметров, сообщила Ольга. Скоро будем рожать. Елена склонилась к Дарье и, дождавшись, пока схватка спадет, прошептала. Он был внизу, назвался твоим братом. Дарья побледнела, но не запаниковала. Годы жизни под постоянным страхом приучили ее действовать собранно даже тогда, когда ужас сковывает тело. «Что мне делать?» – спросила она. «Рожать. Остальное моя работа», – твердо ответила Елена. Елена вышла из палаты и направилась к Ирине, старшей медсестре. Быстро, без упоминания подробностей своего прошлого, она объяснила, что роженица из 4-й палаты находится в смертельной опасности, что подозрительный человек уже пытался собрать о ней сведения и что высока вероятность силового проникновения. Ирина, проработавшая в медицине 20 лет и видавшая всякое, не усомнилась в словах Елены ни на секунду. Она незамедлительно связалась с постом охраны больницы, приказала заблокировать двери отделения и направила сотрудника проверить записи с камер на парковке. Дежурный охранник, пожилой мужчина по фамилии Петров, вскоре сообщил по связи, что на прилегающей улице уже около 20 минут стоит подозрительная черная машина с работающим двигателем. Она припаркована так, чтобы просматривались и главный вход, и въезд для машин скорой помощи. Номеров из-за угла обзора камеры видно не было. Елена снова узнала классический почерк. Двойной контроль периметра, заведенный мотор, выжидание. Это была не слежка, это была подготовка к силовой операции. Елена вернулась в родовой зал. Схватки у Дарьи шли уже каждые 2 минуты. Она была истощена, но держалась из последних сил. «Сосредоточься только на ребенке», — сказала ей Елена. «Все остальное под моим контролем». Следующие полчаса тянулись бесконечно. Елена разрывалась между 2 обязанностями – ассистированием акушерки с дежурным врачом-гинекологом и контролем обстановки за пределами палаты. В 4:45 снова раздался звонок от охранника. Голос Петрова был взволнован. В приемное отделение вошли 2 мужчин. Они предъявили служебные удостоверения сотрудников частного охранного предприятия и заявили, что действуют в интересах семьи пациентки для ее срочной транспортировки в частную клинику. Елена спустилась вниз, оставив акушерку с роженицей. На рубеже коридора у тяжелых дверей родильного блока она переградила путь визитерам. Одним из них был тот самый брат, вторым – молодой крепкий мужчина с плотной спортивной сумкой через плечо. «Проход закрыт», – спокойно, но твердо сказала Елена, перекрыв собой проем. «У нас разрешение от администрации», – старший протянул бумагу. Выглядел документ убедительно, но Елена за годы службы видела 1000 фальшивок. Она мгновенно заметила неверный шрифт в шапке бланочной продукции и отсутствие обязательного реквизита медучреждения. «Этот документ недействителен», – холодно произнесла она. «Покиньте территорию отделения, иначе я вызову полицию». Молодой сделал резкий шаг вперед, и Елена заметила, как его правая рука дернулась к внутреннему карману куртки. Это движение было ей слишком хорошо знакомо. Раньше, чем мысль успела полностью оформиться в голове, сработала мышечная память. Елена резким сбивающим ударом отвела его руку в сторону и одновременно нажала тревожную кнопку на настенном блоке интеркома, крикнув условное слово «реактив». Это слово заранее оговаривалось с Ириной на случай крайнего осложнения обстановки. Следующие несколько секунд прошлись на автопилоте. Нападавший попытался оттолкнуть Елену, чтобы прорваться сквозь двери, но она перехватила его запястье, использовала его же инерцию и жестким рычагом бросила его на стену, выигрывая время. Это не была красивая драка из кинофильмов. Это были короткие, предельно эффективные приемы нейтрализации, которым ее учили в спецподразделении. Через 30 секунд подоспели 2 дежурных охранников больницы. Увидев, что численное преимущество не на их стороне, а в коридорах гремит сирена, визитеры предпочли отступить к выходу. Уходя, младший бросил на Елену исполненный ярости взгляд, говоривший о том, что дело далеко не кончено. Елена понимала, это не отступление, это перегруппировка. Охранник Петров подбежал к ней, тяжело дыша. «Вы видели? Ну вы даете. Я за всю службу такого не встречал».
«Машину на улице зафиксировали?» – перебила его Елена. «Да, видеозапись внешних камер уже передали дежурному экипажу ППС». «Отлично», – ответила Елена. Она взбежала по лестнице и влетела в родовой зал как раз в тот момент, когда врач принимал ребенка. В 5:17 палата озарилась громким здоровым плачем. Родилась девочка. Дарья заплакала. На этот раз это были слезы облегчения, в которых смешались усталость, перенесенный страх и непередаваемая радость материнства. Елена не успела разделить с ней этот момент. В ее кармане завибрировал личный телефон, тот самый, который молчал 3 года. На экране высветилось сообщение с зашифрованного номера. «Зафиксирован провал группы сопровождения. Буду через 10 минут. Никому не отдавай объект. Михаил». Михаил был ее напарником на протяжении 6 лет. Если он был в курсе, значит центральный аппарат наконец вскрыл утечку. Елена поднесла подпеленанную малышку к груди Дарьи. «Кто были эти люди?» – прошептала роженица. «Те, кто искал тебя», – ответила Елена, – «но у них ничего не вышло». «И больше не выйдет». «Почему ты так уверена?» «Потому что сюда едет мой бывший напарник. Ему можно верить». Ровно через 10 минут в отделение вошел подтянутый мужчина лет 45 с проседью в волосах. В его руках было удостоверение действующего старшего оперуполномоченного. «Елена», – он скупо улыбнулся, – «ну и ночка у тебя». «Бывали и хуже», – ответила она. «Что с ее куратором?» «Найден мертвым 2 дня назад. Замаскировали под инфаркт. Продался людям Багрова и слил базы данных. Мы вышли на след только вчера вечером». «А те 2? «Их перехватил наш спецназ на выезде из района», – ответил Михаил. «Сейчас мы забираем Дарью и ребенка, переводим их на резервный объект с высшим уровнем защиты». «А Багров?» «Теперь ему предъявят не только коррупцию, но и организацию покушения на свидетеля, а также убийство сотрудника», – сказал Михаил. «Ему не отвертеться». «Спасибо тебе, Елена. Ты спасла 2 жизни». Дарью с младенцем вывели через резервный больничный бокс прямо к бронированному автомобилю группы сопровождения. Перед уходом Дарья крепко обняла Елену. «Спасибо за все. Вы спасли нас». «Будьте счастливы», – тихо ответила Елена. Когда все закончилось, старшая медсестра Ирина зашла в ординаторскую, где Елена сидела с чашкой остывшего кофе. Ирина не стала задавать лишних вопросов. Она все поняла без слов. «Ты спасла их, Елена», – произнесла Ирина. «Я просто сделала свою работу», – ответила та. «Какую из 2?» – улыбнулась Ирина. «Впрочем, неважно. Главное, что ты здесь». Спустя месяц на адрес больницы пришел обычный конверт без обратного адреса. Внутри лежала фотография. Счастливая Дарья держит на руках подросшую дочку на фоне заснеженного парка. На обороте рукой Дарьи было написано: «У нас все хорошо. Спасибо за то, что защитили наше настоящее, даровав нам будущее». Елена спрятала фото в свой ящик. Она продолжала работать в ночные смены роддома Святой Анны. Она все так же была тихой, исполнительной и внимательной медсестрой. Но теперь она точно знала: ее прошлое и ее настоящее соединились ради одной главной цели – беречь человеческие жизни.